В небольшом селе Киик, расположенном в Табучинском районе Новосибирской области, разгорелся конфликт между местными жителями и мигрантами. Ситуация накалилась до такой степени, что в село пришлось выехать группе активистов из русской общины для выяснения обстоятельств. Приезжие, проявляя дерзость и нарушая общественный порядок, оскорбляют местных жителей. Одна из девушек чуть не стала жертвой насилия со стороны мигранта. В то же время глава местной администрации поддерживает приезжих незаменимых специалистов, заявляя, что русским здесь не место. Разберем все подробности этого инцидента в нашем сегодняшнем выпуске. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, группа активистов из русской общины направилась в село Киик в Табучинском районе Новосибирской области для изучения возникшего конфликта между местными жителями и мигрантами, поселившимися в этом районе. Поводом для поездки стала история о том, как приезжий из Средней Азии угрожал одному из местных жителей после того, как тот сделал замечание по поводу его непристойного поведения. Недавно стало известно, что мигранты, прибывшие в это сибирское село, навязывают свои порядки и угрожают местному населению. Они дают понять коренным жителям, что теперь они хозяева в этой местности и что их законы здесь больше не действуют. О беспределе сообщил один из жителей Сибири, которому начали поступать угрозы после конфликта на сельской дороге в конце июня. Мужчина приехал в гости к родственникам в Киик и ехал на мопеде по улице, когда чуть не попал под машину мигрантов. Сделав замечание водителю и его пьяной компании, он спровоцировал агрессию с их стороны. Это были граждане Таджикистана. Они набросились на меня, и мне пришлось защищаться. После этого мне начали звонить с угрозами физической расправы. Один из мигрантов позвонил мужчине и пообещал сломать ему ноги при следующем визите в Киик. Угрозы сопровождались грубой речью и нецензурными выражениями. «Капец! Я тебе ногу сломаю», — отвечаю. «Я тебя найду. Ты сомневаешься? Ты побежишь отсюда. Ты с Саидом встречался, понимаешь? Жди меня, тебя найдут». Истошно кричит мужчина, представившийся по телефону Саидом. Удивляет, что мигрант считает Киик своим домом. Прибыв в Киик, активисты сперва направились к главе администрации. Он сообщил, что село многонациональное, хотя около 90% населения составляют русские. Стало известно, что в Киике также проживают различные диаспоры. Общественники узнали о том, что некоторые граждане Таджикистана переехали из Екатеринбурга и зарегистрировались здесь. Совместно с юристом они пытались понять, чем именно Новосибирская область и село Киик привлекли этих мигрантов. Активисты встретились с местными жителями, однако не все согласились давать интервью на камеру. Сибиряки рассказали, что мигранты вселяются в дома при помощи главы села. По словам общественников, таких домов как минимум 5. Кто конкретно проживает в этих домах, остается неизвестным. Возникает вопрос, почему на публичной кадастровой карте официально зарегистрированы только 2 участка? Кто там прописан? Ответы на эти вопросы мы ожидаем от главы администрации, сообщил журналистам один из участников. Кроме того, сельчане рассказали активистам о случаях беспричинных нападений мигрантов и домогательств к местным девушкам. «Не захотел покидать мой кабинет, я говорю, что в таком случае уйду я. Он схватил меня за грудки, начал материть, толкнул, а потом ударил сначала в грудь, потом кулаком по лицу. Во время словесной перепалки грозил, что изнасилует и убьет меня», рассказала о конфликте с одним из приезжих женщина по имени Татьяна. Сибирячка сообщила, что один из агрессоров, выходец из Азербайджана, не имеющий российского гражданства и работающий в такси, он периодически появляется и исчезает. Однако больше претензий у жителей к выходцам Таджикистана. Местные отметили, что таджики-подростки часто пристают к девушкам. «Недавно на машине остановились 2 возле моей дочери, она с подругой шла по селу и в грубой форме предложили оказать им услуги интимного характера. Им самим лет по 16. Они гоняют на автомобилях по Киику и беспредельничают», продолжает Татьяна. На критику со стороны иностранцев в адрес местных жителей следовали оскорбления. Общественные активисты предпринимали попытки встретиться с Саидом, который грозился сломать ноги одному из сибиряков. Однако удалось лишь поговорить с ним по телефону, где он уверял, что уважает русский народ и осознает свою вину, подчеркивая недопустимость такого поведения. Интересно, что когда активисты прибыли в Киик, все иностранные специалисты внезапно исчезли. Тем не менее, жителям удалось встретиться с одним из молодых людей, который недавно приставал к девушкам. На прямые вопросы мигрант отвечал уклончиво, заявляя, что ничего не боится и плохо понимает русский язык, постоянно стараясь перевести разговор на другую тему.
Встреча достигла кульминации с неожиданным визитом главы администрации, который пришел защищать диаспору от неудобных вопросов. От него мы узнали, что русские здесь не коренные. Что там, в России, они коренные, а тут нет. А Новосибирская область не Россия? Неужели люди, приехавшие сюда несколько столетий назад и отстроившие это село, оказались по статусу не лучше, а то и хуже мигрантов из Азии? Возмутились общественники. Дело привлекло внимание Бастрыкина. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Новосибирской области Евгению Долголеву возбудить уголовное дело по поводу противоправных действий мигрантов в селе Киик Новосибирской области. Следственное управление СК России по Новосибирской области начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СО России по Новосибирской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий и обстоятельствах, а по завершении расследования о его результатах рассказали в пресс-службе ведомства. Согласно источникам, знакомым с ситуацией, по инциденту с попыткой изнасилования проводится проверка в рамках уголовной статьи «Насильственные действия сексуального характера». Также не осталось без внимания и заявление главы администрации Киикского сельсовета Андрея Клюшниче НКО о том, что русским здесь не место. В отношении него проводится процессуальная проверка в рамках уголовной статьи «Халатность», добавил собеседник. Жители Киика отметили, что после реакции главы центрального аппарата СК России Александра Бастрыкина приезжие заметно поутихли, многие залегли на дно, а некоторые и вовсе покинули Киик. Как надолго, покажет время. Забавно, но недавно в различных изданиях промелькнула новость, которой не придали особого внимания. На заседании коллегии по вопросам миграции полицейский в звании подполковника заявил о задаче для органов региона осветлить Московскую область. Мероприятие прошло в подмосковном городе Долгопрудный. Выступавший на нем полицейский в звании подполковника заявил, что главой УМВД по региону поставлена важная задача на полугодие осветлить Московскую область. Наш непосредственный начальник Виктор Кузьмич Пауков отмечал, что данное направление находится на особом контроле у президента, у министра МВД. Как было отмечено, основная задача, как он говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами, отметил представитель МВД. Речь идет о борьбе с незаконной миграцией. Термин сотрудник органов приписывает генерал-лейтенанту Виктору Паукову. Также он отмечает, что задача находится на особом контроле руководства страны. Но получается, как отмечают люди в социальных сетях, осветлять пора уже всю Россию. Уже русских вытесняют из России. А куда нам бежать? В Таджикистан? Господа депутаты, скоро вас выселят из ваших кресел, засиделись вы уже. Диаспора и вас прижмет, и ваших детей. Как долго вы принимаете законы? Может, хватит спать в казенных креслах? Пишет Татьяна. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!